Поклонников и любителей сериала «Великолепный век» очень часто интересуют подробности личной жизни персонажей и героинь. Например, актуальная тема – это чем могли болеть женщины в гареме повелителей. В современном мире такой глобальной проблемы нет. Конечно, сейчас появилось множество различных болезней, передающихся половым путем или имеющих инфекционное происхождение. Но их диагностирование и лечение не представляет особого труда, ведь современная медицина располагает новейшим оборудованием для диагностики и выявления причин плохого самочувствия женщин, а также существует много лекарств и антибиотиков для лечения. Однако во время правления Османской династии женщины не имели такой роскоши. Хотя, по правде сказать, тогда и не было такого повального распространения инфекций различного типа. Ведь дело в том, что вопреки всеобщему мнению о том, что османы были грубыми, невежественными дикарями, которым чуждо омовение и личная гигиена, мусульмане очень трепетно относились к чистоте своего тела. Как такое можно сказать о султане или о его гареме, если в его гареме находились сотни, а иногда и тысячи женщин, многие из которых были его наложницами или фаворитками, и с которыми он разделял свое ложе. Именно для соблюдения личной гигиены во дворце Топкапы находились хамамы. Хамам – это баня. Бани были отдельные у мужчин и женщин. Османы очень любили омовение и никогда не пренебрегали этой важной частью утреннего и вечернего туалета. Для женщин в гареме был персональный хамам, куда они могли пойти в любое время. А уж у женщин правящей династии бани были индивидуальные, специально только для них. Именно частые омовения и помогали женщинам поддерживать свое здоровье в порядке. Теоретически девушка, попадавшая в гарем султана, была молодая и здоровая, но поскольку диагностического оборудования тогда не было, то врачи, осматривающие новую девушку, могли не заметить какую-нибудь болезнь, и она давала о себе знать, когда невольница уже попадала в гарем и на ложе повелителя. Самым распространенным был вагиноз или молочница. От нее страдали и обычные наложницы, и даже жены и фаворитки султана. Причиной зачастую бывало обыкновенное нарушение женской микрофлоры, вызванное недостаточным питанием или изменением рациона женщины, или же сменой обстановки. Болезнь несерьезная, но вызывающая дискомфорт у женщины и хорошо поддающая лечению. Еще одной болезнью была миома матки. Такой болезнью в основном страдали женщины, которые долгое время не могли забеременеть или же рожали очень редко. Это доброкачественное образование, которое в принципе не требует особого лечения, а все потому, что девушки начинали половую жизнь в очень раннем возрасте и, соответственно, рано становились матерями, и тем раньше у них наступала менопауза. После того, как менструальный цикл прекращался, миома переставала расти и не доставляла женщине особого дискомфорта, поэтому с ней можно было жить дальше и даже не догадываться об этой проблеме, ведь ультразвукового исследования тогда еще не было, а не все врачи могли по результатам осмотра обнаружить миому. Да и врачи в то время были в основном мужчины, а по законам ислама мужчина-врач не имел права осматривать женщину. Он мог лишь находиться в соседней комнате и давать советы на основе той информации, которую ему говорили. Лечением женщин занимались эбекадын, акушерки или же народные целительницы. Акушерки в то время очень ценились. Это было семейное дело. Эбекадын передавали свой опыт и знания другой женщине в своей семье. И таким образом опыт и методы лечения накапливались и давали возможность лучше помогать больным. Иногда женщина могла перенимать опыт своего мужа, если тот был врач, а потом применять это на практике. Акушерки были весьма популярной профессией в Османской империи.
У каждой знатной семьи была своя доверенная акушерка, но иногда эбикадын бывали бессильны, и тогда им на помощь приходили целительницы. Это были простые женщины из народа, но обладающие особым даром. Известны случаи, когда врачи и акушерки были бессильны помочь пациенту, а вот народные целители могли вылечить своего пациента. В таком случае благодарность султанской семьи бывала безгранична, а целительницу, которая смогла оказать помощь, осыпали милостями. Еще одним редким заболеванием среди женщин гарема были спайки в маточных трубах. Диагностировать такую болезнь в то время было практически невозможно, но как результат этого женщина не могла забеременеть. Причиной этого заболевания могло быть несколько. Это как инфекционные возбудители, передающие половым путем, или же обычное снижение защитной функции организма, что влекло за собой нарушение микрофлоры и вызывало спайки в трубах. Инфекции, из-за которых могли возникнуть эта болезнь, были разные, например, сифилис. Как ни странно, но эта болезнь имела место быть в султанских гаремах уже в то время. Как правило, эту инфекцию могла принести в гарем одна из новопоступивших девушек, уже болеющей ею. И тогда, если султан приглашал такую наложницу на хальвет, естественно, потом уже и все жены, и все женщины, разделявшие ложе с султаном, тоже ею заражались. Снижение иммунитета тоже могло стать причиной спаек в маточных трубах. Все наложницы проживали в одном помещении, очень скучно, места всем не хватало, и если девушка имела слабый иммунитет, то вероятность возникновения у нее спаек была выше, чем у других наложниц. Эндометриоз тоже иногда беспокоил обитательниц гарема. Причиной его были как снижение иммунитета, так и воспалительные процессы, вызванные инфекциями и вирусами. А иногда у девушки была просто генетическая предрасположенность к этому. Еще наложницы иногда страдали от воспаления яичников. Его причина – это опять же слабый иммунитет или же переохлаждение. А это было довольно актуально. Дворец Топкапы очень плохо отапливался, и женщины зимой постоянно мерзли. Для того, чтобы согреться, им приходилось постоянно тепло одеваться в помещении, а иногда и спать одетыми. Но даже это не могло защитить их от сквозняков и холодного сырого воздуха. Так что можно сказать, что наложницы в гаремах были не так уж и счастливы и здоровы, как это можно подумать. Им приходилось тщательно следить за своим здоровьем. И хорошо, когда находились целительницы или акушерки, знающие свое дело и которые могли помочь им.